Уставший старый бабуин уже смирился со своей судьбой и приготовился стать добычей львов. Но то, что произошло в следующие секунды, шокировало даже самых опытных наблюдателей. Старый павиан сидел один на небольшом холме, покрытом выжженной солнцем травой. Его тело было истощено, шерсть редкая и спутанная, явные признаки того, что он прожил долгую и тяжелую жизнь на пределе своих сил. Стая ушла вперед, оставив его позади, потому что он больше не мог идти. В его глазах не было страха, только спокойное принятие неизбежного конца. В этот момент на горизонте появились два хищника – крупный самец льва и львица. Они двигались уверенно и спокойно, как существа, полностью уверенные в своем превосходстве. Самец остановился в нескольких метрах от павиана, чувствуя, что перед ним необычная ситуация. Обычно добыча пытается убежать или хотя бы сопротивляться. Но здесь не было ни движения, ни страха. Старый павиан лишь слегка опустил голову, будто смирился со своей судьбой. Все выглядело как неизбежный финал. Но далеко от этого места, примерно в километре, по саванне ехал рейнджер по имени Кофи. Уже более 15 лет он работал в заповеднике и придерживался строгого правила – не вмешиваться в естественный ход природы. Этот принцип был основой всей экосистемы. Хищники и жертвы существовали в равновесии, и любое вмешательство могло его нарушить. Когда Кофи посмотрел в бинокль, он сразу понял, что это необычная охота. Он увидел старого павиана, который даже не пытался бороться за жизнь. Это была не погоня и не борьба. Это была медленная смерть от истощения, жары и слабости. В этот момент в нем началась внутренняя борьба. С одной стороны, он знал, что вмешательство нарушит правила. С другой, не мог игнорировать то, что перед ним не просто добыча, а живое существо, которое уже не в силах сопротивляться. Кофи понимал риск. Вмешиваться в момент, когда рядом львы, опасно. Но вид павиана, полностью смирившегося со своей судьбой, заставил его принять решение. Он завел машину и резко направился в сторону хищников. Его цель была не напугать их силой, а изменить ситуацию. Он включил фары и начал непрерывно сигналить, создавая громкий, чуждый для природы шум. Эффект был мгновенным. Лев остановился и поднял голову, пытаясь понять источник звука. Львица насторожилась и сделала шаг назад. Их внимание переключилось. Кофи продолжал сигналить, усиливая давление. Для хищников это стало раздражающим и непонятным фактором. В итоге самец решил, что такая добыча больше не стоит усилий. Он развернулся и ушел, а львица последовала за ним. Когда опасность исчезла, Кофи заглушил двигатель и медленно вышел из машины. Он подходил к павиану осторожно, стараясь не напугать его. Тот все еще сидел на месте и лишь поднял усталый взгляд. В нем не было ни страха, ни агрессии, только полное истощение. Кофи присел неподалеку, стараясь не смотреть прямо в глаза животному, и тихо заговорил, словно пытаясь его успокоить. Затем он достал бутылку воды и аккуратно налил немного в ладонь. Это был самый важный момент. Нужно было завоевать доверие. Павиан долго не двигался, но затем медленно протянул руку и начал осторожно пить, слизывая воду. Это было простое, но сильное мгновение. Человек делился жизненно важной влагой с диким животным, которое уже почти сдалось. Кофи дал ему напиться, а затем осмотрел. Серьезных ран не было, только сильное обезвоживание и полное истощение. Постепенно он помог павиану подняться и аккуратно перенес его в машину, уложив на мягкое покрытие, чтобы защитить от солнца. Затем он отвез его в центр восстановления. Там животному оказали помощь, дали воду, обеспечили покой и безопасность. Впервые за долгое время павиан смог спокойно уснуть. Возможно, ему осталось жить не так долго, но его последние дни пройдут без боли и страха. Этот случай стал важным уроком. Иногда даже в мире, где действуют строгие законы природы, есть место состраданию. История Кофи показывает, что помощь не всегда означает нарушение правил. Иногда это способ сохранить самое важное.